Добрый день, друзья! Меня зовут Федоров Евгений Андреевич. Я ординатор первого года СПбГУ КВМТ Пирогова на отделении травматологии и ортопедии номер 2. По первому своему распределению я попал на отделение артроскопии, и передо мной встал острый вопрос, где бы я мог попрактиковаться. К моему счастью, предоставилась возможность воспользоваться моделью. Модель предназначена для шва мениска. Сейчас мы ее с вами откроем, посмотрим, что у нас внутри имеется. Первое, как и должно быть, это сама модель мениска. Представлена она достаточно подробная, то есть хорошо анатомически она выдержана, сама модель. Дальше у нас имеется в наборе 2 иглы для шва мениска G18. При необходимости их можно найти в любой аптеке, проблемы не составит. И, собственно, нить для прошивания мениска. Модель имеет крепление, при помощи которого можно будет его установить на любую плоскую поверхность. В данном случае мы будем использовать стол и закрепим модель. Сейчас я попробую разобраться с одной из самых элементарных техник. Это outside in, снаружи внутрь. И мы прошьем тело медиального мениска. Первый прокол я буду осуществлять ниже предполагаемой зоны разрыва, соответственно, в области тела медиального мениска захожу ниже и выхожу в нижней точке. При помощи артроскопического зажима, но в моем случае это москит, можно немножечко будет подтянуть петлю, чтобы она больше выходила. Так будет удобнее заряжать. Значит, соответственно, второй прокол я буду уже осуществлять выше предполагаемой зоны разрыва и как можно ближе к этой самой петле. Также при помощи зажима можно будет вытащить данную ниточку. Теперь мы протягиваем нить через петлю-проводник. Петля-проводник вытаскивается, соответственно, захватывая нить шовную. Раз, есть. Вторую нить также извлекаем. Вот у нас получился шов. Замечательно, что в данной модели мениск максимально приближен к оригиналу. Соответственно, здесь уже формируем обычные узловые швы, и мы осуществили наш первый шов. Вторая техника, которую мы сегодня попробуем, это будет шов мениска, также техники outside in, только фиксация будет за счет узла Малбери. Осуществлять прокол мы будем ниже зоны смоделированного нами разрыва. Значит, проходим, мениск ниже зоны предполагаемого нашего разрыва, и при помощи зажима, в данном случае москита, мы протягиваем нить и выводим ее из сустава. Что из себя представляет узел Малбери? Это будет выглядеть как комочек, который с этой стороны, в данном случае с внутренней, ниже зоны разрыва, будет фиксировать наш мениск в зоне его разрыва между собой, зажимая здесь этим большим узлом, а с этой стороны будет фиксирован также на обычные узлы. Чтобы сформировать сам узел Малбери, я осуществлю здесь простые движения. Лишнюю часть можно отсечь, если вы просто тренируетесь, можете не отсекать, дабы упростить себе время. И теперь просто протягиваете за свободный конец нити, и вуаля, мениск зафиксирован. Чтобы формировать до конца нормальную зону разрыва, нужно осуществить повторный прокол и сформировать второй такой же узел. Вследствие чего дальше мы будем фиксировать его на капсуле, и зона нашего разрыва замечательно прикрыта. После того, как мы сформировали первую нашу петлю, и, собственно, внутри вот он наш прекрасный узелок Малбери, мы формируем второй такой же узел, чтобы зафиксировать его внутри.
формируются две таких букашечки, которые подтягивают наш мениск. Заметьте, зона разрыва была, мы подтягиваем ее, и она стягивается. И с обратной стороны уже также формируем на обычные узловые узлы. Мы фиксируем и завязываем этот разрывчик. Наш мениск прекрасно зашит. На капсуле зафиксирован при помощи обычных узловых. Внутри наши прекрасненькие узелки, букашечки Малбери.